Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Меня зовут Олег, и со мной в эфире Андрей Хмельницкий. Пожалуйста, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители канала. И мы сегодня продолжим тему, которую подняли в прошлом видео. Это тема, посвященная знанию. Вообще, что это такое? То есть в прошлый раз мы говорили о том, что знание– это не какая-то информация, а это конкретно процесс, с Да. которым мы постоянно что-то узнаем новое. То есть процесс, который нас связывает с этим субъектом познания. И когда мы занимаемся духовной практикой, то вот эта связь с объектом познания, то есть с Богом, она очень важна, потому что через эту связь мы получаем различную информацию, очень важную для нас, существенную информацию. И мы тогда вот таким образом пребываем в сознании Бога. То есть мы тогда с Ним вместе в паре, как то говорится, познаем друг друга. Мгм. В Бхагавадгите вот после вот этих вот знаменитых стихов, когда Арджуна показал, что он прозрел полностью и готов слушать инструкции, вот, то есть там следующий стих, вот эти после стихов 10, 12, 14, по-моему, то ли 15, то ли 16, я сейчас уже не помню, из 10 главы, где Арджуна говорит, и более того, вот помимо того, что я вот это все рассказал о тебе, вот описал вот тебя, Господь, вот с вот таких вот точек зрения, Мгм. еще вот единственное такое, вот более того, ты являешься единственным, кто познает себя с помощью самого себя, то есть нас, живых существ, да? Вот так вот интересно он говорит очень, Мгм. Арджуна. Ты единственный, кто вот способен такое делать, то есть познавать себя с помощью самого себя. То есть отделив вот такие вот экспансии, такие вот энергии, можно так сказать, то мы отдельно будем об этом тоже говорить. И вот эти энергии не Интересно. наделены способностью познавать и от этого испытывать счастье, радость. Поэтому они отличаются от вот этой вот мертвой материи, которая тоже является энергией, вечной энергией, но она мертвая энергия, то есть она не живая. Вот, то есть признаки Бессознательное, жизни, да. да, признаки жизни проявляются вот в желании познавать и в желании быть счастливым от этого, от того, что ты вот что-то новое узнал. Это вот один момент, то, что это такой процесс, постоянный процесс знания, и что вот этот вот процесс, вот мы сегодня как раз об этом поговорим, он должен быть хорошо организован с точки зрения нашей культуры. То есть культура– это что такое? Культура– это определенная среда, с помощью которой можно прививать человеку различные качества, развивать в нем какие-то способности определенные, которые помогут ему вот, повысить качество вот этого знания. Очень важный момент, я тоже об этом в прошлый раз говорил, это не просто Мгм. количественно расширять свое знание, то есть эрудицию так называемую. То есть вот знание само по себе, оно является важным, как какой-то передаваемый опыт. То есть мы перенимаем знания от тех, кто имеет реальное знание, то есть имеет реальную связь с объектом познания, в данном случае с Богом, или, допустим, там, в принципе, любое обучение, то есть вот человек, который обучает, он передает реальный опыт. Вот Мгм. то, что он не просто где-то услышал что-то, где-то что-то, чего-то, да, а то, что он вот, ну, реально как бы так реализовал. То есть это процесс самореализации, так называемый. То есть реально воплотил в жизнь. Мгм. Вот то, что он услышал, узнал, как-то понял это. Уровень реализации является именно такой качественной стороной уже. Вот, качественной, которую Господь оценивает. И благодаря вот этому уровню нашей реализации Он либо нас приближает, то есть вот эта связь с Ним или вот это отношение с Ним усиливается, нам даются какие-то большие возможности, вот, даются какие-то большие ресурсы, либо мы отдаляемся.
вот, от него. Таким образом, связь наша слабеет, но она никуда не пропадает. Вопрос такой, что, как это говорится, что связь с Богом невозможно никак оборвать. И когда вот какие-то невежественные люди пытаются кого-то там от церкви отлучить, куда-то что-то, чего-то, да. То есть говорится, что эта связь никуда не пропадает, она вечная, нерушимая, неразрушимая, никак ее не разорвешь, ничего. И об этом тоже сам Господь говорит, что невозможно никого от меня оторвать, потому что я являюсь всем фактически. Вот все, что мы видим вокруг, это все Господь. Мгм. То есть и такой человек, когда он видит это, вот выше Панишат сказано, одна из книг из серии Упанишады, вот, она говорит о том, что вот если человек видит, что кругом находится Господь, то он перестает, он становится вот этим вот так называемым святым высочайшего уровня или утама уровня. Утама. Уттама означает высочайший, самый высший среди всех. И вот такой Уттама, он видит, что везде присутствует Господь, во всем абсолютно, даже в каком-то там, ну, фактически это все везде его энергия. Нет ничего оторванного от него. И поэтому он, исходя из этого, строит свое отношение ко всему, правильное отношение. Он никогда не будет пытаться что-то сделать лучше, потому что он знает, что раз Господь везде присутствует лично во всем, значит, он уже постарался и обеспечил так, чтобы все было уже, Мгм. что было все уже как бы совершенным образом сделано, потому что он сам не допустит никакого несовершенства, потому что он абсолютно совершенное целое. Вот. И как это тоже сказано в Бхагавадгите, что любая форма вот этой неполноты, вот чего-то, то есть мы воспринимаем что-то как неполное и несовершенное только из-за неполноценности нашего знания. То есть, как мы говорили с вами, мы где-то лично не присутствуем там, да, лично не присутствуем. И мы не можем лично везде присутствовать, потому что наши возможности личного присутствия весьма ограничены. То есть мы настолько вот количественно малы, что по сравнению с вот этим вот величайшим абсолютом, что мы просто не способны везде, как он, присутствовать лично. Поэтому он лично все знает. Мы можем только что сделать? Мы можем только благодаря вот этой своей связи, прочной связи, то есть опираясь на вот эту вот связь, вот, пользоваться его, как сказать, ресурсом вот этим вот, вездесущести вот этой вот, Интересно. всепроникаемости во все. Да, если Да. мы даем согласие участвовать в каком-то процессе, который он нам поручает. Фактически он каждому из нас поручает, но мы не должны думать, что вот я такой умный, что я умнее Бога, что вот я заметил, а он что-то не видит, не замечает. Мгм. Вот, есть тут, вы знаете, люди, которые говорят, что раз я Бога не вижу, значит его нет, да, или что-то он Мгм. делает несовершенно, да, с моей точки зрения. Он что-то делает несовершенно с моей точки зрения, как я считаю, что он делает неправильно. Вот. Но это на самом деле такое вот невежество грубейшее. Вот поэтому что мы можем сделать? Мы можем только вот повышать качество своего знания через понимание. То есть улучшая понимание, то есть понимание это наше качество фактически, а знание это наше количество. Вот чем больше мы понимаем правильно, тем наша вот эта связь крепче с Богом, тем вот Господь, Он говорит, что я тебе даю способность понимать, запоминать и забывать. Как Он говорит это. Вот совершенно ясно и понятно. Я тебе даю возможность, еще раз скажу, понимать, Мгм. запоминать и забывать. Понимать, Вот поэтому запоминать и забывать. понимать, Мгм. запоминать и забывать. Вот три вещи, да, которые важны в процессе познания. Вот, и поэтому, когда человек вот, вступает в такую связь через познавательный процесс, через участие вот этих вот играх, которые Господь организует как познавательный процесс какой-то. То есть он начинает понимать вот эту вот... Сначала вот идет какой-то процесс очищения с помощью вот этого познания так называемого. И потом дальше уже человек уже сам самостоятельно, когда он достаточно очистится, вот, что он способен все понимать на все 100%. Это как вот мы видим в Бхагавадгите,
прошло, ну как, на протяжении 10 глав Господь объясняет, он продолжает вот Арджуна спрашивать, говорит, как это вот? И он иногда так достаточно, может быть, даже и невежливо разговаривает с Кришной, говорит, ты как? Говорит, вот почему ты мне, говорит, спутаешь меня, да, ты можешь мне сказать более понятно, так он с таким, с настойчивым требованием так-то Мгм. выясняется. А потом смотрим на протяжении дальнейших глав, где-то уже дальше, 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 он уже у него спрашивает уже немножко по-другому, он говорит, Мгм. будь добр, так вот, объясни мне, что вот это означает, а что это вот так, а что? А поначалу он так говорит, что ты меня путаешь? С одной стороны, ты говоришь, что я должен включать свои мозги, то есть, что я должен думать, да, что я должен использовать свой интеллект, а с другой стороны, ты мне говоришь, что я должен действовать, не думая, да? Вот, Мгм. то есть вот так вот. Я, говорит, не могу понять, Интересно, что да. же мне делать. Ты меня заставляешь сейчас идти воевать, но я не понимаю, какой в этом смысл. Потом на протяжении 9 глав он ему прививает вот эту вот культуру и дает ему конфиденциальное знание в 9 главе. Ему говорит, знаешь, все кто угодно могут прийти ко мне, вот, независимо от своего положения. И посмотри, что вот если даже вот такие люди могут ко мне прийти, что тогда говорить о людях таких, как ты, да, что, которые действительно серьезные, которые хотят прийти ко мне. Вот у них вообще как бы стопроцентный шанс, что они восстановят эту связь. И вот он Мгм. его убеждает, говорит, да, вот так, вот так, вот так. И после этого вот эта 10 глава, когда он ему еще там пару слов сказал, вот, о себе, он сказал, все, я теперь все понял. Теперь я буду Мгм. выполнять каждое твое слово, каждое. Я потому что теперь мне вот прозрение наступило, или вот этот процесс осознания. Я вот сейчас смотрю, вот часто видео вот эти вот созданные искусственным интеллектом, особенно вот в Ютубе. Ну, видно, что люди недалекого умишка такого, то есть они что-то там такое пишут, вот эти какие-то слова сочиняют, придумывают вот это слово осознание, да. Осознание– это разовый акт, это разовый индивидуальный акт. Мгм. Мгм. Да, мы об То этом есть уже ты говорили, да. прозрел, вот я говорил в прошлый раз, прозрел в чем-то, что ты что-то раз вдруг и осознал. Во, оказывается, вот оно что. Это вот как Арджуна осознал, да. Кто он и кто перед ним стоит, что перед ним сам Господь Бог стоит. И какая Мгм. гигантская разница, какая пропасть, да. Потом он его еще убедил в этом еще больше, когда показал ему вот это вот, окончательно его уже добил, можно так сказать, убедил его, Мгм. когда показал свою универсальную форму, сказал, вот видишь, с помощью вот этой универсальной формы для всех, кто здесь находится в материальном мире, вот я управляю. Он говорит, все, мне больше не надо, она меня пугает, эта форма, лучше давай Мгм. вернем обратно наши вот эти вот отношения, личные отношения. Мне не нужны вот эти вот общие отношения, универсальные отношения. Мне нужны личные отношения с тобой, лично познавать друг друга. Говорит, нет проблемы, обратно он вернулся в свою изначальную форму. Сначала показал, что он Господь Вишну. Вот почему? Потому что Господь Вишну– это экспансия вот этой Мгм. величайшей персональности. И он что? Он просто-напросто таким образом дал знать, что вот лично присутствовать где-то, участвовать, личное участие в процессе, то есть вкладывание вот своей души в этот процесс личное, вот оно более качественно, более продуктивно, чем вот это вот желание изображать из себя там какого-то ну, знатока там писаний, знатока каких-то там правил и так далее, и при этом не понимать их, вот эти правила в корне не понимать, о чем они, эти правила. Почему? Потому что у него вот такого нет реального опыта. Ну, я еще раз повторю, когда мы соединяемся с Богом, то тогда таким образом вот его личное присутствие везде, оно становится также доступно и для нас в той мере, в какой это нам необходимо для исполнения наших обязанностей, как здесь, так и в духовном мире. Вот очень важный момент. И я хотел бы сегодня затронуть такой момент, как культура познания, потому что у каждого человека есть способы, ну, как бы приобретения знаний, которые ему передают его, там, например, родители, школа, вот, как он Мгм. познает мир.
вот, какие он цели в этом познании ставит себе, с чем он себя связывает таким образом, ассоциирует в результате этого познания, Мгм. что он выбирает в качестве объекта познания. Вот, и глупые люди, невежественные люди в качестве объекта познания выбирают какие-то временные вещи, ну, в частности, свою деятельность какую-то, деятельность. Они поэтому ставят, они из-за своего невежества, из-за неполноты вот этого знания своего, неполноценности знания, то есть неполноценности своего, можно так сказать, личного участия везде. Вот. А без Бога это, как мы только что говорили, невозможно лично участвовать везде, присутствовать везде, лично. Мгм. Вот. Поэтому тебе кажется, что что-то ты как бы так заметил какое-то несовершенство, что-то где-то кто-то не доглядел, да. А потом начинаешь сам себе придумывать какие-то цели, что вот я вот здесь разглядел, что здесь какие-то враги спрятались, вот надо с этими врагами здесь разобраться. Мгм. Вот. Но Господь говорит, да оставь ты эти все занятия, оставь ты все эти глупости, просто доверься мне, я тебе все, что надо, расскажу и покажу, я тебе позволю доступ к любым знаниям, ко всему. Он говорит, а как же будет так, если ты вот будешь отсутствовать? Сейчас ты здесь рядом со мной, ты мне сейчас все лично объясняешь. А что Мгм. будет, если тебя здесь не будет, а я здесь останусь? А она говорит, ты помнишь, я тебе показывал свою вот эту универсальную форму, что везде кругом глаза, рты и уши, значит, все везде кругом. Говорит, так вот, не волнуйся, вот где бы ты ни находился, в любом творении, и здесь, и там, Мгм. всегда найдется какое-то ухо, всегда найдется какой-то глаз, который увидит, да, или ухо, Мгм. которое услышит, и рот, который до тебя донесет вот эту вот информацию. То есть в любой точке, где бы ты ни находился, если у тебя есть такая необходимость, если ты признаешь меня как авторитет, и ты это знаешь и понимаешь, да, что я везде нахожусь, благодаря себе самому, лично, то я тебе помогу. И говорит, что для того, чтобы вот это вот такое вот умонастроение правильно сформировать, вот, человеку дается культура. Вот даже мы видим, что в самой Бхагавадгите, культура познания имеется в виду, вот мы видим в самой Бхагавадгите есть несколько этапов, несколько таких, то есть вот развитие этой культуры. И в конечном итоге это называется трансцендентальный метод познания. Не какое-то трансцендентное знание, как вот там переводят где-то. Вообще, вот я уже хотел это неоднократно повторял, и еще раз повторю, что слово трансцендентный и трансцендентальный – это разные по смыслу слова. Мгм. Интересно. Разные совершенно по смыслу слова. И слово трансцендентное означает вне нашего понимания. Вот если мы видим, вот опять вот этот знаменитые стихи, вот эти 10, 12, 10, ну, 10, 14 тире, вот они, как раз Арджуна там говорит, парам брахма, парам дхама, павитрам, парамам бхаван. Это что означает? Парам – это вот трансцендентальный, трансцендентальная обитель, Мгм. трансцендентальный брахман, трансцендентальный дух, который находится выше материи. Вот. И потом он говорит, парамам бхаван. Это что означает бхаван? Бхава – это бытие. Мгм. Бытие, как то, как Бог живет. Вот. Вот она является для нас трансцендентной, то есть парамам уже. Если говорить свои первые слова, парам, брахма, парам, дхама, по ветрам, парамам, бхаван. По ветрам это, значит, такое всеочищающее, то есть все, что, где он присутствует, все везде наполняется светом, очищается от вот этой тьмы, грязи и всего остального, от всех всяких разных таких несовершенств. Вот, и поэтому он является вот Парамам Бхаван, то есть это означает, что он, то, как он живет, каковы его планы, каковы его намерения и все остальное, для нас это вот недосягаемо, то есть мы это не понимаем. А когда кто-то говорит трансцендентное знание, это означает непонятное знание. Что это Мгм. такое? Вот Мгм. это Знание называется трансцендентальное. Ага. трансцендентальный метод познания, то есть когда ты с вот этого материального уровня, с помощью вот этого метода познания поднимаешься на трансцендентальный уровень, то есть выходишь за рамки материальной энергии, выходишь за рамки действия законов,
И Мгм. тогда ты начинаешь как бы видеть и понимать, что вот, и тогда ты становишься стабильным, вот, и действительно становишься вот этим вот утамой. На тебя больше вот эти вот модусы или режимы материальной природы больше не действуют, и ты начинаешь вести себя более адекватно в отношении с Богом. То есть ты действительно начинаешь вступать, по-настоящему вступать в процесс взаимодействия с Ним, такой вот, восстанавливаешь эту связь уже фактически на полную, на 100%. И таким образом очень важно, чтобы эту культуру нужно каким-то образом привить, организовать. Вот мы видим, что каждый человек, он воспитывается в определенной культуре. У животных даже какая-то культура есть. Какая-то она, правда, минимальная такая, то есть она на уровне того передает родители, там, например, диких хищников, как, Да, например, делай так, делай это. как охоту, как там вот наблюдать, как там свою жизнь сохранить, сберечь, там вот такие какие-то опыт свой передают родители, вот даже животным передают, чтобы они были самостоятельно, способны самостоятельно жить потом, самостоятельно охотиться, самостоятельно отстаивать какие-то там свои права животных, хотя у них это все на таком, на очень незначительном уровне. И фактически Писания говорят, что если человек в развитии своей культуры, познания не перешел к вот этой трансцендентальной культуре или методике, или методу трансцендентального познания, то есть в чем он заключается? В том, что ты всю свою Да. деятельность начинаешь связывать с Богом. И как раз вот 4 глава Бхагавад-гиты, она об этом как раз и говорит, что нужно все, что бы ты ни делал, превращать в так называемую ягью или процесс связывания. То есть ты берешь вот то, что у тебя есть, якобы, да, твое, как что ты считаешь со своим, и отдаешь ее, это все Богу, да, и у тебя постепенно начинает включаться, что оно все не твое, что тебе Мгм. временно в аренду дали. И постепенно ты приходишь к такому пониманию, что оно не твое. И таким образом такой принцип описывается в 4 главе, говорится, что все, что ты вкладываешь туда, в материальное якобы, да, вот, и что ты считаешь, вот это мой материальный ум, мой там интеллект, мои там деньги, моя квартира, моя семья, там, моя страна, моя планета. Ты начинаешь это связывать, что когда ты понимаешь, что все это, кто является собственником, ты просто-напросто тот ресурс, который тебе дали, ты просто его таким вот образом отдаешь, да. То есть сначала тебе там в 3 главе говорят, просто хотя бы научись жить как цивилизованный человек, соблюдай какие-то правила, законы. А потом уже после этого тебе следующий этап. Начни это все связать, когда ты немножко просветление у тебя произойдет в твоей голове, когда ты прозреешь, вот осознание Мгм. наступит, вот это, что все в конечном итоге вот оно есть Господь Бог. И когда ты будешь все вот отдавать, тогда таким образом ты тогда включаешься в вот этот процесс познания, вечный вот этот трансцендентальный процесс познания. Принцип основной указан в 4 главе, что говорит, вот эта материальная энергия, так называемая, мертвая, поскольку она тоже является источником ее сам Господь. Она таким образом, когда ты Мгм. ее подключаешь к духовному какому-то процессу, она трансформируется, становится духовной. То есть вот эта энергия, которая вчера там была мертвая, да, там все эти кастрюли разные, да, вот в которых ты готовишь для Бога, вот, Мгм. твоя квартира, твои отношения, то есть это все становится, приобретает духовную природу. То есть нам это не видно, конечно, из-за нашего невежества, как-то просветление происходит. Как-то сказано и в Бхагавадгите, и в других вот книгах таких вот класса Упанишат говорится, что все духовное, оно самосветящееся, самоочевидное. Мгм. Мгм. То есть тебе не надо ломать голову, что же это такое, что же здесь такое тут написано, что же это за форма такая непонятная, что же это там взлетающая тарелка такая, как ее там двигатель запустить, как там что. То есть тебе все понятно. Мгм. Как ты только соприкоснулся, тебе сразу все понятно становится. И вот поэтому тебе говорят, давай, поучаствуй, ты попробуй, и ты почувствуешь вкус, да, что у тебя сразу же вот это все появилась какая-то ясность, простота жизни, свобода внутренняя, то есть появляется сразу же автоматом, как ты только начинаешь вот эту вот энергию отдавать хозяину.
как Мгм. это все устроено, как это все описано. Но сначала ты должен вот просто хотя бы стать цивилизованным человеком на уровне вот карма-йоги, потом постепенно ее трансформировать. И это вот все прививается с помощью культуры познания. То есть сначала вот это вот идет познание на уровне карма-йоги, то есть это вот именно когда ты какие-то действия совершаешь, как по рекомендации, по каким-то инструкциям. То Мгм. есть стараешься как можно меньше какой-то самодеятельностью заниматься. Даже если ты имеешь какие-то материальные желания. Хорошо, Мгм. к примеру, да, вот ты хочешь иметь семью, хочешь там иметь, зарабатывать какие-то деньги, хотя бы соблюдай какие-то правила. Или хочешь, например, там воевать, захватывать какие-то царства и так далее. Тоже должен следовать каким-то правилам ведения войны. То есть существуют вот эти правила, которые тебя постепенно очищают и вот поднимают на более высокий уровень, помогают тебе потом в конце концов прийти на вот этот трансцендентальный уровень. И поэтому очень важно организовать это правильно. Вот. И как раз Бхагавадгита и Ишапанишат, вот они как раз и говорят очень хорошо об этом, что нужно вот именно свою жизнь, именно свой процесс познания развивать в определенной правильной культуре, в культуре познания, трансцендентального познания. Мгм. И как вот мне нравится вот это вот очень интересно есть серия мантр выше Панишат, где сказано, что если есть культура тоже как бы так не познание, а незнание, то есть ты вроде бы что-то делаешь, энергию тратишь, а при этом никакого прояснения не наступает, и наоборот еще больше скатываешься вниз. Это культура авидии, да, вот, Мгм. или агностика так называемая. То есть ты тратишь какую-то энергию на какие-то пустые материальные вещи, временные вещи, вот, и таким образом ты падаешь вниз в результате этого, потому что там сказано, что те, кто развивает в себе вот эту культуру о виде или незнания, или неведения, или, другими словами, безответственности, да, то есть ты что делаешь и думаешь, да, мне все можно делать, вот и все, нигде отвечать ни за что не буду, вот и все. Но в результате вот такого как бы незнания, а количественного такого расширения, то есть вот этот кругозор, эрудиция, оно вот, если у тебя нет вот этой духовной основы, стержня духовного, это приводит тебя к таким вот, ну, к ложному пониманию и чувству, что ты господин среди всех, потому что ты количественно превосходишь всех. Ну, мы говорили, что количественные процессы все, вот количественное вот это сознание материальное, оно приводит человека в тупик, в Мгм. яму, в конце концов, в яму он падает, потому что оно дает ему вот это вот понимание, что количественное я выше других, да, поэтому я Бог над всеми. Вот, количественно мы все одинаковы. А какие-то временные вещи нам даются для того, чтобы мы исполнили какие-то желания, и потом, когда по тому, как мы правильно это или неправильно использовали, ну, в любом случае это все у нас отнимается. И нам дается результат соответствующий. С пользой для себя и для окружающих вот эту энергию потратили. Если это без пользы, да, то мы тогда катимся вниз по наклонной плоскости. То есть мы вместо того, чтобы эту энергию на познание тратить, на вот это вот на радостное участие в этом процессе, мы тратим на какие-то мифические идеи свои, что вот я хочу вот добиться вот этого, я хочу вот этого добиться и так далее. Это вот культура авидии или безответственности, когда ты пренебрегаешь ответственностью, ты считаешь, я могу делать все, что попало, все, что угодно, пренебрегая всеми законами. Вот, и я, самое главное, добьюсь, победители, как это говорят, не судят, да? Мгм. Победителей не судят. Ну, это такое демоническое умонастроение, потому что кто вот пренебрегает ответственностью, также написано выше Панишат, это классификация демонов. То есть люди, которые не хотят, не хотят жить по-нормальному. Вот. И им кажется, что им все по плечу, что они могут любой закон нарушить, что никакой ответственности они не несут. Вот. А еще сказано вот потом, хуже в этой же мантре Ишапанишат сказано, еще хуже вот таких людей, которые вот насаждают вот эту вот безответственность, вот, и неведение, вот, тьму, еще хуже те люди, которые
распространяют так называемое знание, да, так называемое. Ну, всякие вот эти вот области науки, так называемые, там, психология, всякие разные там, ну, вот эти вот самопридуманные, можно так сказать, самопридуманные, основанные на желании манипулировать кем-то. Ну, и они говорят, что вот если ты вот освоишь вот эту методику, ну, это знаете, это знаете, что напоминает, как вот как-то в советское время, там, не знаю, из-за того, что, может быть, там было вот это вот, ну, какое-то ограниченное производство. Может быть, вы замечали, что все ходят в одинаковых там штанах или в одинаковых все ходят платьях, да, или Ну да, одинаковые прически. То да. есть, естественно, наше желание как-то отличиться от других, потому что мы, естественно, каждый из нас отличается, да, как духовная частица. У каждой есть свои какие-то определенные как-то характеристики личностные, вот, Мгм. которые, как бы так, Господь создал это огромное многообразие с какими-то задачами присвоенными. И вот когда, знаете, всех научили, вот как обманывать других, да, и такие люди сами попадают в просак, потому что, ну, как вот какая-то была юмористическая программа, как-то вот эти слова, может быть, не очень красивые, лох, да, как там кто-то подходит с книжками, там проповедует какой-то там человек сидит, что-то ест в ресторане, к нему подходит, говорит, знаете что, говорит, похоже, что вы лох. Да, говорит, я действительно лох, говорит. Не Но помню нам, такое, да. и действительно, говорит, сейчас лохов встретить очень тяжело стало, потому что у вас мошенников стало очень много, да, в которых научили вот мошенничать, а нас, лохов, становится все меньше и меньше, да. Вот. Мгм. Ну, то есть, вот такое вот познание, оно, когда тебе там что-то навязывают, говорят, что давай, вот мы тебя сейчас чему-то научим, как манипулировать другими, да, вот. И вот эти люди, которые распространяют это все, им они просто массово это все вот так вот разбросали все безответственно. И они думают, главное, чтобы мне деньги вот все принесли и все, а главное, это на самом деле не знание. И они вот поощряют такое неверное умонастроение, что бы я ни Мгм. делал, я не понесу никакой ответственности. Вот создают какие-то толпы, создают какие-то там вот эти вот школы обучения там чего-то там, знаете, вот эти все, особенно всякие вот иезуиты, вот они очень, там они тренировали фанатиков определенных, да, готовили, как говорится, бойцов, чтобы уничтожать там всех своих оппонентов, а не для того, чтобы распространять знания реальные. Вот. И поэтому говорится, что такие люди, они еще в худшем положении оказываются те, кто, значит, просто вот невежды, те, кто просто вот живут в этой культуре и эту культуру поддерживают и распространяют, невежество культуру. Вот. И поэтому надо знать, что такое культура познания. Вот давайте сейчас вы прочитайте вот этот вот, значит, стих из Бхагавад-гиты, 13 глава, 8-12 стих. Там как раз сказано о том, что такое культура познания. То есть развивая определенное в себе качество, развивая вот эти квалификации определенные, то есть вот какие-то стремления, таким образом человеку прививается определенная вот эта культура, то есть он воспитывается в определенной культуре, и он начинает действовать правильно, Мгм. начинает понимать все правильно и действовать правильно, принимать правильные решения. Это вот и есть культура познания, которая помогает человеку вот, улучшить качество вот этого знания. То есть через улучшение понимания люди приобретают необходимые качества, и им это становится легче тогда участвовать в процессе познания. Господь их подключает, постепенно их подключает к участию, и то есть они тогда, вот как я говорил с самого начала, могут личностно присутствовать в больших местах и больше знать, чем Мгм. обычный человек, благодаря вот этому участию в этом процессе. Так что вот возьмите, прочитайте, мы сейчас поймем, что такое культура познания. Мгм. Хорошо. Бхагавад-гита, глава 13, стихи 8-12. Скромность, отсутствие высокомерия, ненасилие, терпеливость, простота, сближение с добросовестным духовным мастером, чистота, устойчивость и самоконтроль, отрешенность от объектов потворствования чувствам, отсутствие ложного эго,
восприятие пагубности рождения, смерти, старости и болезни, непривязанность к детям, жене, дому и прибежищу, и уравновешенность ума среди приятных и неприятных событий, постоянное и беспримесное бхакти в отношении «меня», влечение к уединенным местам, отрешенность от общей массы людей, принятие важности самореализации и философский поиск абсолютной истины — все это я таким образом объявляю познанием, а все противоречащее этому — это невежество. Конец стиха. Ну вот, о Да, чем-то круто. мы уже с вами говорили, да? О чем-то мы уже с вами говорили, вот философский поиск истины, абсолютной истины, не просто истины, а абсолютной истины. Важность Мгм. самореализации, вот этих, об этих вещах мы говорили. Вот. А это все слагаемое вот этой культуры познания. То есть, если человек вот к этому стремится, вот, если он вот развивает в себе вот эти качества и квалификации, то тогда он автоматически становится познающим вот Бога. И вот здесь, смотрите, сказано, скромность и отсутствие высокомерия. Вот это является очень важным таким моментом, и об этом, кстати, в пояснениях к этому стиху сказано, что это не просто вот скромность, это что-то, какое-то качество, моральное качество человека. Это фактически инструмент познания. Мгм. Если мы скромны, то тогда вот сознание спускается сверху всегда, от источника, от самого Бога. Знание Мгм. спускается вниз. Вот, а не наоборот, кто-то снизу, да, и благодаря этому знанию какому-то, точнее, благодаря невежеству повышает себя до уровня Бога. Такое невозможно, в принципе, да. Такое Мгм. невозможно. Потому что, опять-таки, для этого ты должен лично везде присутствовать, а это только под силу самому Богу и больше никому другому. И вот когда ты ведешь себя скромно, значит, ты занимаешь вот это правильное положение, то есть не искусственно скромно, а по-настоящему скромно, то тогда ты приобретаешь все необходимые знания, они сами к тебе льются, спускаются сверху, как с водопада. Вот и ты их просто принимаешь смиренно, вот и все. И об этом, кстати, говорится вот еще в введении к Шримад Бхагаватам. Это тоже такая очень важная, серьезная книга для изучения. Вот. И Шримад Бхагаватам, она как раз посвящается вот именно методам вот этим познания, то есть как реализацией заниматься, то есть на основе тех знаний, которые даются в Бхагавадгите. Бхагавадгита, она является сущностью всех Упанишад, то есть Упанишады — это учебная литература, как вот, например, учебники в школе, которые обучают, как заниматься духовной практикой, инструкции Мгм. для Это теория занятия типа, да? духовной практикой. Да, больше Теория. теория, да. Наука, Но о рекомендуется, которой что мы говорили. Упанишада надо изучать после того, как ты уже получил какое-то определенное очищение, исполняя свои обязанности какие-то, материальные обязанности, и так, то есть став цивилизованным человеком, культурным человеком. Там сказано, что в конце введения, там говорится как раз, что скромность — это метод познания, инструмент познания. То есть если ты этот инструмент не освоил, то никакого познания у тебя не будет. И даже вот в конце пояснения к этому стиху сказано, что человек, который вот не переступил вот эту ступень скромности, да, то есть не развил в себе вот это качество скромности, вот, и простоты, вот, то он никогда не поднимется выше этой первой ступени. То есть для него дальнейшая вот эта вот лестница будет просто глухо забетонирована там 10 метрами бетона. Он не пробьется никак, никакими силами, не пробьется. Вот, поэтому, если ты вот это качество развил себе, то дальше ты как бы уже пойдешь спокойно. Но есть возможность самому пешком по лестнице идти, а можно подняться на лифте. Вот, и поэтому здесь сказано, что вот этот вот добросовестный духовный мастер, он тебя может быстро Мгм. поднять сразу же и закрепить тебя на вот этом уровне, вот трансцендентальном, потому что он сам там находится, на трансцендентальном уровне, который выше находится. Вот. Но опять-таки для того, чтобы правильно воспринимать вот такого гуру или такого мастера, необходимо опять-таки вот эту скромность иметь. Это не так, что ты зашел в лифт и начинаешь говорить, да мне не туда надо ехать, мне надо в подвал ехать или еще что-то, Мгм. понимаете, да? Мне Мгм. говорят, да не хочешь, пожалуйста, выйди вон отсюда и давай иди пешком, куда ты хочешь, вот и все. Ему не М. надо тебя поднимать,
Он только из чувства сострадания, вот добросовестный действительно мастер тебя, ну, как бы помогает тебе, чтобы ты не тратил время на вот эти бесконечные поиски, потому что эта лестница, она не прямая, она очень плутает сильно, и ты можешь и опять-таки куда-то не туда зайти, и опять оказаться внизу. И поэтому твое вот это действие, то есть куда направить свои силы, они должны быть направлены вверх, стремление вверх должно быть. Вот тогда, но при этом стремление вверх должно сочетаться с вот этой скромностью. Если ты рвешься, так сказать, идешь всем по головам, это уже называется вот это ложное эго, да, высокомерие, что ты пытаешься забраться по головам куда-то вверх. Но кто сам себя таким вот образом возвышает, то есть Господь нас или добросовестный мастер нас повышает, быстро повышает, если мы вот эту скромность имеем, если мы благодарны Ему за то, что Он это делает для нас. Если мы не благодарны, если мы вот этой скромности не имеем, считаем, что это моя заслуга, это я тут пешком иду, и я тут свои усилия, я такой умный, ну, тогда тебя обратно скинут с этой лестницы. Об этом повторяется многократно в Писаниях, что в любых Писаниях мира сказано одно и то же. Если ты себя возвышаешь искусственно, значит, ты будешь унижен. Вот и все. Мгм. Ну вот, так что сегодня мы вот поговорили о культуре познания, и вот это вот является очень-очень важным моментом таким, что просто так, вот, без культуры ты не сможешь начать заниматься вот этим духовным познанием как таковым. Вот. И поэтому лучше, если ты хотя бы прочитаешь об этом, а еще лучше, если какой-то мастер тебе поможет, который уже находится там, за пределами материального мира, закрепился там. Он тебя на лифте поднимет и тоже поможет тебе закрепиться. Но если ты как бы так серьезно относишься, скромно относишься, не считаешь себя выше его, умнее его, вот. Потому что самое главное качество вот это добросовестность и ответственность в гуру, а не какие-то другие его качества, умение там красиво говорить, там петь, там танцевать и так далее. Я вот помню, есть такая книга, вот как-то она, опыты, по-моему, Мишеля Монтэня, там такая, считается такой, ну, книга известная в мире. И в средние века где-то она была написана. И вот он там пишет, что достоинство царя какого-то или руководителя, лидера определяется, ну, какими-то другими вещами, а не тем, как он может быстро бегать на перегонки с другими. Вот. Поэтому все вот эти качества, там, умение петь, там, глазки строить, говорить красиво, там, только непонятно что, да, как бы людей держать в таком состоянии обожания себя. Мгм. Вот. То есть это на самом деле очень-очень опасная игра для такого же самого. То есть это как вот называется вот этой мантре Ишапанишат. Вот. Еще хуже закончат те, которые культивируют так называемое познание, значит, так называемое. И как там четко совершенно пишется, что после того, как эти вот так называемые мастера закончат свой бизнес, так и сказано, свой бизнес обучения мастерству других, все они будут безжалостно сброшены в ад. Безжалостно. Да, Это интересно. как бы не угроза, а просто как такое предупреждение, да, для таких вот людей, которые вот просто считают, что можно быть недобросовестным и безответственным, и при этом быть гуру. Мгм. Вот. Нет, невозможно. Это вот одно из качеств. И об этом как раз и говорится. Бонафайт — это значит не просто какой-то истинный гуру, это добросовестный, который Мгм. имеет веру, который добросовестно исполняет свой долг и ответственно. Вот. Ну, давайте мы на этом сегодня закончим. И тогда всем спасибо и до следующей встречи. Да, спасибо большое. До свидания.